До сих пор мы были свидетелями тотального преследования на Украине российских журналистов и представителей средств массовой информации. К сожалению, тенденция продолжается не только в отношении СМИ, но и в отношении украинских адвокатов. И такое впечатление, что в Киеве за этот вопрос взялись серьезно. Речь идет о тех адвокатах, которые не побоялись защищать интересы граждан России в суде. Рассчитываем, что подобная ситуация, которую, наверное, можно охарактеризовать весьма недипломатичным, но очень емким и в данном случае, безусловно, подходящим термином, как правовой беспредел, получит должную оценку со стороны западных спонсоров и западных друзей нынешней киевской власти, которые так заботятся о соблюдении норм демократии и защиты прав человека. Не так давно был опубликован сборник материалов встреч представителей журналистских организаций России и Украины. Его подготовил офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Тема была озвучена как «Две страны, одна профессия». Мы ознакомились с этим докладом, с этим документом. Мы признательны госпоже Миятович за ее внимание и ее, главное, конечно, усилия по установлению большего взаимопонимания и конструктивного диалога между профессиональными союзами журналистов двух стран. Конечно, мы также благодарны за желание способствовать повышению профессиональных стандартов и этических норм журналистики, улучшению ситуации с безопасностью журналистов в контексте кризиса на Украине. Мы поддерживаем единое осуждение со стороны организаций журналистов случаев насилия в отношении работников средств массовой информации и их призывы к расследованию фактов гибели журналистов. Конечно, радует и созвучие их выступлений с неоднократно делавшимися заявлениями, в частности, российской стороной, относительно недопустимости препятствовать профессиональной работе журналистов. Особенно важным мы считаем расширение форума и привлечение к семинарам и дискуссиям представителей нового молодого поколения, а именно студентов и недавних выпускников факультетов журналистики обеих стран. И приветствуем опыт создания ими совместных репортажей и документальных фильмов на злободневные темы, которые волнуют не только российскую и не только украинскую общественность, но и, конечно, международное сообщество. Вместе с тем нам представляется, что вот такая последовательная работа специализированного института ОБСЕ могла бы быть более продуктивной, если бы ею были охвачены представители средств массовой информации из восточной части Украины, а именно ДНР и ЛНР. Ведь проблема в данном случае вообще всего украинского кризиса заключается в том, что одна часть Украины, одна часть украинского общества просто не слышит и отказывается слышать другую часть украинского общества. И вот этот внутриукраинский диалог, ну, в частности, в данном случае между медиапрофессионалами всех ее регионов, действительно имеет критически важное значение для консолидации всего украинского общества. Поэтому мы призываем офис представителя по вопросам свободы СМИ в полной мере использовать имеющиеся полномочия и, координируя свои действия с полевым присутствием ОБСЕ на Украине, привлекать журналистов, в частности из ДНР и ЛНР, к участию в своих медийных проектах.